Мгм. Тебя на экран вывести. Коллеги, всем добрый вечер. Сегодня у нас 5 декабря, воскресенье. У нас есть разбор пациента. Это наш коллега, молодой доктор-хирург. Вот. Зовут Сергей. Сереж. Вот. Садись, пожалуйста. Сергей, расскажи о своих проблемах в 2 словах. Ну, в общем, где-то в середине августа этого года у меня появились неприятные ощущения в области коленного сустава, голени, особенно в ночное время. И также напряжение, особенно при, скажем так, глубокой пальпации трапециевидной мышцы, особенно вот слева. Тоже неприятное ощущение. Угу. Вот. И при физической нагрузке явное отставание левой конечности от правой. Угу. То есть там при каких-то жимах там в зале и так далее. Она отстает ладонь или вся конечность? Вся. То есть она как бы Да, слабее? как будто слабее, да. Хотя я левша, как бы, и она, в принципе, мне кажется, должна быть сильнее, активнее. Угу. Вот. И в целом это все, наверное. Так как бы в целом оно не мешает жизнь, как бы, но замечаешь такие моменты, ну, становится, задумываешься. Хочется, чтобы было лучше. Да. И не было хуже. Это было, случилось в августе произошло, да, эти Да, ощущения? это вот как раз после Мгм. того момента еще, получается, в середине июля я закончил с татуировкой, Мгм. вот, и потом в середине августа у меня началось вот это. Мгм. То есть никакой травмы в ближайший там год не было, да? Нет, Какой не травм? было. Какие-то воздействия помимо татуировки? Да вроде ничего, как обычно. Походы к Ну стоматологу? потому что ковидом переболел. Походы к стоматологу? Нет. Мгм. Коллеги, какие вопросы вы хотите задать? Скажи, пожалуйста, левое колено и левая икроножная мышца? Да. Да? А что это? Это боли такие Это тянущие? вот больше похоже, наверное, на такую краткую судорогу, кратковременно, очень быстрая, как будто, и проходит В быстро. икроножной мышце? Да. Угу. Коллеги, какие вопросы есть? Задавайте вопросы Сергею. На ноге есть татуировки? Нет, нету. Угу. Только единственное на руке и все. А какие-то операции были? Нет вообще ни одной операции, не было ни переломов, ни травм. За всю жизнь? За всю жизнь ничего не было. Ожоги? Ну, такие мелкие, там рукой обжег. Какие-то воздействия стоматологические? Как у всех, наверное, там пломбы такое, да. Коллеги, новое такое дополнение. Мы часто задаем вопросы по стоматологии пациентам и ожидаем ответ. Выдернули зуб, что-то сделали, какое-то пособие. Задавайте также вопрос по поводу зубных болей. Есть ситуации, когда пациент говорит о том, что там 2 года назад длительное время болел зуб, они там полечили, либо вообще его не лечили, он перестал болеть. И просто факт того, что зуб этот болел, может давать много проблем. На это тоже обращайте внимание. Какие есть вопросы, задавайте. То есть, и опять же, это все по левой стороне. Да, по левой. А спортом профессионально занимались каким-то? Вообще спорт присутствует в жизни? Летом занимался, да, профессионально. А каким спортом? Сейчас в зале борьбой занимался. Ага. Сколько лет? То есть это профессионально в детстве или сейчас занимаетесь в взрослом возрасте? Нет, сейчас чисто в зал хожу, в тренажерный и все. А в детстве, да, где-то до 14 лет вот так. Борьбой занимался? Да. Угу. Ну, собственно, проблема появилась только вот... Проблема вот только сейчас Да. появилась, да. Коллеги, такая ситуация произошла интересная. Мы с Сергеем вместе работаем в ковидном госпитале, и я стал свидетелем того, что Сергей, был круг молодых специалистов разных специальностей, и Сергей пожаловался на вот эти судороги, первое, что он сказал, в икроножной мышце. И мне стало интересно, вот разные специальности доктора сидели,
И, наверное, там какие-то там кто-то там что-то, Да. да, ну вот какие-то версии пошли. И мне стало интересно, на самом деле, почему, опять же, у нас не преподают мануальное мышечное тестирование? Зачем что-либо сочинять, когда можно будет просто подойти и протестировать икроножную мышцу? Просто, и, ну вот, к сожалению, вот этого инструмента нет, и я думаю, что в ближайшее время в нашем медицинском образовании его не будет, к сожалению. Тут еще вопрос, есть ли какие-то проблемы со стороны шеи? Со стороны шеи нет. Ну, по крайней мере, таких, чтобы я замечал, точно нет. Ну, кроме того, что он жалуется на напряжение с левой стороны в области верхней трапеции. Да. Да? Но именно напряжение, когда вот я, вот, допустим, ее пальпирую, то есть там разминаю, грубо говоря, это прям очень болезненно. Мгм. как-то, А справа? Справа? Нет, справа идет Мгм. очень так. А если ее не пальпировать, и просто по ощущениям, ты что-то чувствуешь напряженное? Нет, так не чувствую. То есть, когда именно трогаю, я чувствую, что вот она плотная, прям как Мгм. будто, ну, только потренировался, что ли, прям. Коллеги, вопросы еще. Что вам А нужно воспалительных узнать? проявлений со стороны сустава не было? Отек, гиперемия? То есть Нет, только болезненность, да? не было. Вообще, как болезненности нету у меня нигде. Вот в покое нет, ничего у меня не болит. Я просто в ночное время уже, когда засыпаю, у меня начинаются вот такие какие-то краткие такие судороги в районе икры, вот, голени. Мгм. И все, и потом это проходит, как бы я могу спать. А так это мешает заснуть, потому что оно с периодичностью в минут, наверное, 5 происходит в течение там получаса, и это не дает мне уснуть. Но Мгм. это, опять же, не каждый день, не ежедневно. Это сегодня есть, там, потом может через неделю повториться. То есть. Коллеги, вопросы? Ну вот тут спрашивают, есть ли какие-то проблемы с желчным пузырем? Камни, холецистит? Я в ближайшее время УЗИ не делал. Последний раз я делал УЗИ где-то после Нового года. Все было нормально. Ничего такого. Ну вот анализы сдавал, тоже все нормально. Мгм. А вы вот сами как пациент, ну и как врач, какие у вас мысли, с чем это может быть связано? Я сначала Как вы подумал, сами? что это ущемление какого-нибудь нерва, потому что думал, может там сзади на поясницу, может подтянул как бы или ущемил какой-нибудь корешок там и так далее. И я же, когда проходил комиссию, я исходил к неврологу, вот, и она тоже мне сказала, что у тебя ущемление там нервного корешка и так далее. Ну, а потом же я начал спрашивать у коллег, неврологов, они говорят, если бы у тебя было ущемление нервного корешка, у тебя была бы боль именно, а у меня боли нету, Мгм. вообще нету, я не чувствую ее. И следствие тогда молодых коллег зашло в тупик. Да. И все. Я думаю, что тут Можно начать? Да, начать Да? тестировать. Ну, коллеги, тогда хочется сразу просто взять и протестировать икроножные мышцы. Собственно, то, с чего вы... Вставай, пожалуйста. Мгм. Ложись на живот. На живот. Я могу так. Ну, ложись, можно голову, руки вдоль туловища. Точно так сделаю. Мгм. Тест икроножной... У тебя эта сторона левая, да? Беспокоит? Да. Тест икроножной мышцы. Дави, пожалуйста. Мышца гипотонична. Дави. Ну, она, в принципе, даже не включается. Противоположная сторона. Расслабь, расслабь. Дави, пожалуйста. Мышца гипотонична. Он пытается скомпенсировать. Держи, пожалуйста. Дави. Угу. Двухсторонняя гипотония обеих икроножных мышц. Ваши мысли, коллеги.
Может, это Собственно, тотальная гипотония? Тотальная может быть? может быть тотальная. Хамстринги, Давид, пожалуйста. Нет. Опускай. То есть один из вариантов захода на проблему пациента – протестировать то, на что жалуется пациент. Вот это тот вариант, что, собственно, не хватает специалистам, занимающимся опорно-двигательным аппаратом. Есть проблема, есть гипотония этих мышц, что совпадает с жалобами. С левой стороны она… Дави, пожалуйста. Ну вот, мышца даже не включается. Далее закономерный вопрос. А может ли это какая-то компрессия на уровне позвоночника, либо… Дави, пожалуйста. Дави. При проглаживании мышца включается. Нарушения иннервации здесь нет. Согласны? Коллеги, неработающие гипотоничные мышцы икроножные. Что это за пациент? Этот пациент может жаловаться на проблемы, на боли в области коленного сустава, область голеностопного сустава, любые проявления со стороны гипотоничных мышц. Когда пациент в состоянии стоя, нервная система может перевести гипотонию в гипертонус, если это нужно. Тогда этот пациент будет жаловаться на какие-либо микротравмы этой области, любые ахиллобурситы, тендиниты, проблемы ахиллового сухожилия, любой спонтанный разрыв, что касается молодых ребят 30, 40, 45 лет, когда происходит спонтанный разрыв ахиллового сухожилия, он же происходит не на пустом месте. То есть это проблема с ненормально работающими икроножными мышцами. Любые проявления со стороны, это чаще женский пол, а вот эти вот шишки вот здесь, пяточные шпоры, в месте прикрепления, это проблема чаще гипертонуса этой мышцы. Пяточная шпора стандартная, плантарный фасцит – это все результат неправильной работы этой мышцы. При гипертонусе, если пациент встал и она ушла в гипертонус, то происходит дорзальное смещение пяточной кости, может быть уплощение продольного свода. Согласны с этим, коллеги? То есть любые проявления. Еще, коллеги, когда я провожу семинары ММТ, в методичках есть картинки. Собственно, для чего они нужны? Проблемная мышца и картинка, где будут находиться жалобы пациента. Чаще они совпадают анатомически с самой мышцей, либо, например, подлопаточная мышца у пациента может быть боли в области лучезапястного сустава. Это картинки нужны только для того, чтобы вы их условно запомнили, и когда пациент приходит с болевым синдромом, как указано на картинке, вы знаете, какую мышцу проверить. Если он пожаловался на икроножную мышцу, мы, собственно, сюда и пошли. По этому пункту все понятно? Далее, кстати, какие есть мысли, как мы можем протестировать эту мышцу в позиции стоя и для определения, уходит ли она в гипертонус или нет? Чуть позже покажу. Что касается еще и икроножной мышцы. Если она уходит в гипертонус, тогда в позиции стоя мы видим, опять же, это чаще женский пол, возможно, присогнутые коленные суставы. Согласны? Наряду с гипотоничными прямыми мышцами бедер. И если пациент, это при гипертонусе, если у пациента гипотония этих мышц, тогда в позиции стоя мы увидим характерные пошатывания вперед-назад. Вот такое. То есть, когда пациент стоит, он раскачивается, видно, вперед-назад, пытаясь себя скомпенсировать. Когда вы видите такое раскачивание, это практически 100% гипотоничные двусторонние икроножные мышцы. И тогда он пытается себя поймать, он травмирует места прикрепления этих мышц, и там возникает болевой синдром.
Далее, коллеги. Если бы вы нашли одностороннюю гипотонию икроножной мышцы, как можно сразу найти проблему? То есть вы тестируете мышцу, да и, пожалуйста, мышца гипотоничная. Я стабилизирую стопу, да и, пожалуйста, не помогает. Я стабилизирую голеностоп, да и, пожалуйста, не помогает. Стабилизирую колено, да и, пожалуйста, не помогает. Тазобедренный сустав не помогает. Это алгоритм работы при односторонней гипотонии. Поскольку у Сергея гипотония двухсторонняя, конечно, я бы сразу начал с самого области таза и поясничный отдел. Держи, пожалуйста. Я фиксирую левый КПС, сближаю места прикрепления. Дай, пожалуйста. Не помогает. Фиксирую правый КПС. Дай, пожалуйста. Мышца включилась. Видно? Дай, пожалуйста. Сергей, чувствуешь? Да, сразу чувствую. Он сразу чувствует. Тогда опускай. Я не отпускаю эту руку, я тестирую сразу противоположную мышцу. Дай, пожалуйста. Все. То есть я нашел зону, которая включает обе мышцы. Что я сделал? Я сделал антистимул для связок. Я сблизил места прикрепления, я расслабил их. Там есть дисфункция связочная в правом КПС, которая дает двухстороннюю гипотонию икроножных мышц. И далее я знаю, уже я вышел на некий вышестоящий уровень, я дальше могу работать. И в PDTR мы знаем две категории таза, которые дают двухстороннюю гипотонию икроножных мышц. Это категория 1 и категория 3. Если бы я сейчас не нашел ответа, я бы пошел выше. Я бы попробовал повоздействовать на уровень L5-S1, это категория таза 3. Ну, может быть, выше, и там дальше бы смотрел. С чем могут быть ассоциированы жалобы у пациента? Зачастую жалобы при гипотонии мы видим нестабильность сустава под нагрузкой. Перегружаются связки сухожилия, клиника. Но не забываем, что если есть у пациента гипотоничные мышцы, которые включаются на поглаживание, ну, по крайней мере, левая включается. Дави, пожалуйста. Дави. Правая тоже включается. То есть у него в этих мышцах есть дисфункция мышечных веретен. Гиперсигнал идет с этих рецепторов, и мышцы выключены. И каждая из этих мышц гипотоничных будет один синергист, который уйдет в гипертонус. И клиника у пациента может быть связана с гипертоничной мышцей, которая в норме не имеет никаких дисфункций, но она вынуждена условно выполнять двойную работу. Я хочу протестировать хамстринги. Дай, пожалуйста. Мышца работает. Я попытаюсь ее ингибировать путем сближения мышечных веретен. Дай, пожалуйста. Она не ингибируется. Мышца в гипертонусе. Противоположный хамстринг. Дай, пожалуйста. Дави. Мышца сильная. Пытаюсь ингибировать. Мышца сильная. Двухсторонний гипертонус хамстрингов. При таких проблемах, что это за пациент? Это пациент, который, если это футболист, это постоянные травмы мест прикрепления хамстрингов к тазовым костям, постоянная боль в области седалищных бугров. Это те пациенты, которых вечно лечат спортивные врачи. Любой удар по мячу, растяжение задней поверхности, поскольку здесь гипертонус, это травма. Эти мышцы будут микроразрывы, такие глобальные разрывы, постоянные. Боль по задней поверхности коленного сустава, подколенная ямка, вот это латеральная, медиальная поверхность. Это может быть, поскольку это гипертонус на любом уровне, туннельные синдромы со своими проявлениями. Это могут быть нарушения микроциркуляции, потому что мышцы в гипертонусе. И мы можем увидеть у пациентов отек и любые там сосудистые проявления. И то, что лечат сосудистые хирурги
проявления, венозный рисунок. Все это, конечно, хорошо, но пока мышца в гипертонусе, толку не будет. Ее нужно привести в нормотоничное состояние. Любые занятия спортом, связанные с нагрузкой на эту область, танцоры с подниманием ноги вперед, они будут постоянно жаловаться на боли в этой области. Это будет проблема при наклоне вперед, задняя поверхность будет тянуть. Проблема с растяжкой, проблема сесть на шпагат. Это то, с чем к вам пациенты придут. Если пациент не может сесть на шпагат, то вы начнете, конечно, с этой мышцы и будете искать, что дает этот гипертонус. Так нормально, коллеги? Что мы должны сделать с этим пациентом, как вы видите? Если мы нашли гипотоничную мышцу, гипертоничную мышцу. Что пишут коллеги? Найти область, которая все решит. Я думал, что с этот. И, коллеги, есть разные методики, конечно. Есть методики, нашли мышцу гипотоничную, любыми задачами ее включить. Ну, наверное, когда-то это работает. Конечно, в идеале найти ту причину, по которой нервная система выключила икроножные мышцы, устранить эту причину, и нервная система сама включит эти мышцы. Это самый правильный вариант. Это то, с чем работает методика PDTR. Если мы просто начнем типировать, разминать икроножные мышцы, наверное, на этом уровне мы что-то можем иногда добиться, но это не решит проблему. Она вернется, либо пациенту лучше не станет. Еще предлагают проверить, связаны они эти мышцы или нет. Но мы уже поняли, что они связаны, если они с одного КПС там уходят. Да. Как проверить, этот гипертонус связан с икроножными мышцами или нет? Два варианта. Мы можем прогладить икроножную мышцу и протестировать хамстринги. Либо я могу сблизить правый КПС. Дай, пожалуйста. Сейчас. Дай, пожалуйста. Икроножная мышца включилась. Хамстринг. Дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Хамстринг стал нормотоничным. То есть решение проблемы категории таза здесь улучшает вот эту ситуацию. Далее я хочу посмотреть, как связан гипертонус, как чувствует себя пациент левой и верхней трапеции с вот этой категорией. Сереж, вставай, пожалуйста. Держи. Чуть выше плеча. Так. Я тестирую верхнюю трапецию. Дай, пожалуйста. Мышца сильная. Держи так, смотри на полоски. Вот так. Угу. Так. И мышца в гипертонусе. Да? Совпадает с тем, что пациент рассказывает. Я тестирую, не смотри. Тестирую противоположную мышцу. Приподними плечо. Дай. Дай. Посмотри на полоски. Угу. Дай, пожалуйста. Нет, так. Так. Дай, пожалуйста. И мышца нормотоничная. Скорее всего, это тоже добавочный гипертонус. И нам нужно найти ту мышцу, из-за которой верхняя трапеция ушла в гипертонус. Согласны, коллеги? Как это можно сделать? Сергей смотрит на полоски. Держи, пожалуйста. Я тестирую верхнюю трапецию и проглаживаю синергисты.
Я проглаживаю среднюю и нижнюю трапецию с левой стороны. Я проглаживаю, предлагайте, переднюю зубчатую с левой стороны. Дави. Я нашел ту мышцу, из-за которой имеется гипертонус левой верхней трапеции. В каком виде должна быть передняя зубчатая, чтобы здесь был гипертонус? Гипотоничный. Гипотонично. Я протестирую сейчас с правой стороны переднюю зубчатую. Сереж, держи. Да и вверх. Мышца сильная. С левой стороны. Да и, пожалуйста. Мышца гипотонична. Все совпадает? Теперь логично нам связать, попробовать, связаны ли это дисфункции с чем-то одним. Кстати, коллеги, если вы вышли на категорию таза, я думаю, что многим из вас не проблема выйти сразу на тот рецептор, который запускает, или на то место, которое запускает. Вы можете пролечить и посмотреть, с какой зоны оно вернется. Я тестирую переднюю зубчатую мышцу. Дай, пожалуйста. Категория. Проглаживаю область правого КПС и тестирую переднюю зубчатую мышцу. Дай, пожалуйста. Мышца включается. Эти дисфункции связаны? Да? Да. Еще раз. Дави. Сегодня в чате писали вопрос, что происходит, если поставить терапевтическую локализацию на дисфункциональный рецептор. Поставь сюда ладонь, без давления, просто вот так. Вот сюда. Дави, пожалуйста. Меняется знак, но это мышца ассоциированная. И там есть дисфункциональный рецептор Гольджи. И при улучшении категории таза улучшится тонус вот здесь. И у него, соответственно, с установленной здесь терапевтической локализацией верхняя трапеция будет в нормотонусе. Держи, пожалуйста. Мышца сильная. И мышца нормотонична. Мы нашли место, которое улучшает все. Так и ходи. Все, коллеги? Согласны? Конечно, я бы тогда, наверное, мог протестировать еще ряд мышц, найти. И все, конечно, эти дисфункции в идеальном варианте должны запускаться с одного места. Ну и, соответственно, когда мы найдем это место, при решении этой проблемы все восстановится. Сергей сказал, что есть еще какая-то гипотония в левой верхней конечности. Я хочу проверить, есть ли у Сергея индикатор на мышце. Дай, пожалуйста. Мышца сильная. Смотри сюда. Не, просто. Дай. Мышца индикатор. Флексоры. Дай, пожалуйста. Мышца гипотонична. Какой вариант мы можем предложить тестирование? Сжимай, пожалуйста. Мышца сильная. Сжимай. Мышца гипотонична. Сжимай. Вот этот подход пациенты очень понимают. То есть они чувствуют слабость в левой кисти. Поставь руку сюда. Вот так. Держи. Дави. Видно? Дави. Расскажи свои ощущения. Правда, чувствуется то, что могу удержать руку, а до этого просто она выскальзывает. Вообще не... Я думаю, завтра Сергей, не, послезавтра, завтра воскресенье, пойдет к ректору вуза и скажет: дайте мне быстро мануальное мышечное тестирование. Хочу. Да. Вот, то есть быстрый подход, как мы можем условно разобрать. То есть мы Сергея уже фактически разобрали. Нам осталось найти, если это категория таза и она первична, проблемная, первичная приоритетная дисфункция, мы ее пролечим, все восстановится. Если над категорией таза стоит какой-то ноцицептор, наша задача найти, где он. И у Сергея есть
по времени близкая связь его проблем и нанесением татуировки на левой руке. И оно, собственно, совпадает с локализацией левая рука и татуировка. Коллеги, вы писали в чате вопрос по поводу перевода гипертонуса на нормотоничную мышцу. Для чего это нужно? Мне, например, интересно понять, смотрите, есть ситуации, когда мы должны связать жалобы. Почему у этого пациента, вот я возьму 5 пациентов, положу на стол, и у 5 будет двухсторонняя гипотония икроножных мышц. И все 5 могут жаловаться по-разному. Кто-то будет жаловаться на боли, пусть они даже будут примерно в одном месте, анатомические, в позиции лежа. Кто-то будет жаловаться на боли в позиции сидя, а кто-то будет жаловаться на боли в позиции стоя. Как вы думаете, с чем это связано? 5 пациентов, у всех 5 гипотония икроножных мышц, и все 5 пациентов жалуются по-разному. И когда мы научимся это понимать, нам будет очень легко зайти с жалоб. Почему я сегодня больше делаю акцент на жалобы? Потому что, собственно, с чем приходят пациенты? С жалобами. И вы должны их перевести в тестирование и в понимание, откуда они идут. Если вы этого понимаете, вы очень быстро пациента разберете. Я не думаю, что здесь прием мог бы затянуться больше 5-10 минут. Ляг на спину, на спину. На спину. Смотрите, по поводу, кстати, вопрос актуален, жалобы. Расслабь. Я сейчас буду поднимать. Смотрите, это не тот уровень, на который в молодом возрасте должна подниматься конечность. Видно? Не идет дальше? Не-а. Должна идти как? Вот, мало. Что будет, если он поставит ТЛ на правый КПС? Поставь, пожалуйста, только четко вот сюда. Ага, держи. Расслабь. Видно, коллеги? Еще раз. Саш, видно разницу? Сереж, ты чувствуешь? Да. Я думаю, что он прямо завтра пойдет к ректору с претензиями. То есть на что он будет жаловаться? Если бы это был условно гимнаст, то он бы жаловался на то, что у него не получается элемент шпагат, он получает травмы задней поверхности, любые вот эти вмахи вперед ногой, у него будет слабое место. Он будет все там рвать, все, что возможно. У футболиста все будет рваться. На шпагат он не сядет. Как только он улучшает состояние в области таза, у него увеличивается амплитуда этой конечности. Ты чувствуешь? Да. Вот и все. Коллеги, почему будут разные клинические проявления? Что-то написали, Саша? Написали, что разные зоны. Разные зоны чего? Икроножные мышцы, обе. Ну, видимо, разные зоны, из которых запускается дисфункция. Конечно, разные зоны. Но здесь есть четкая взаимосвязь анатомии и гипотонии. Я бы сказал, что разные варианты добавочного гипертонуса. У кого-то есть гипертонус, у Сергея мы видим в области хамстрингов, у кого-то будет гипертонус абсолютно в другой. Например, у синергисты по паттерну шага. И тогда мы увидим клинику, например, больше там, в области пателлофеморального сустава. Раз. Разница будет отличаться еще в том, что как только мы переводим позицию стоя или позицию шага пациента, состояние гипотоничных мышц, икроножных, либо они останутся гипотоничными, и тогда будет нестабильность сустава, и пациент будет вот так вот раскачиваться в позиции стоя, и он будет себя ловить. Либо у кого-то мышца уйдет в гипертонус, и некоторые будут жаловаться, что у них проблема возникает при ходьбе,
Некоторые будут жаловаться, что у них проблема возникает в позиции лежа. Но исходно и у тех будет гипотония двусторонних икроножных мышц. И нам нужно понять, почему вот именно этот пациент жалуется в такой-то позиции. Кстати, все вернулось. Как только здесь гипертонус, я выше поднять не могу. И, коллеги, как только у Сергея гипертонус хамстрингов, у него будет контрнутация. Согласны? Поступата. Он может жаловаться на боли в поясничном отделе позвоночника. И дальше он придет с болями в пояснице. Кстати, пациенты по-разному будут жаловаться, еще в зависимости от того, чем они занимаются, какие регионы они перегружают по спортивным, по профессиональным паттернам. Сереж, поднимайся. Давайте посмотрим, что происходит с икроножными мышцами у Сергея, когда он двигается. У нас есть индикаторная мышца. Держи, пожалуйста. Дави. Дави. И мышца нормотоничная. Я сейчас попрошу Сергея подвигаться. Ну, пройдись туда-сюда, прям нагружай. И я через двойной УТЛ... расслабь. Расслабь. Поставил двойной УТЛ, тапнул по левой икроножной мышце, это та мышца, на которую пациент жалуется, и тестирую ранее нормотоничную мышцу. Дай, пожалуйста. Мышца сильная. Дай, пожалуйста. И мышца в гипертонусе. То есть как только он встал, у него что произошло? У него икроножные мышцы из гипотонии ушли в гипертонус, они стали сильные, и дальше он уже будет жаловаться, этот пациент, на боли через какое-то время в области ахилловых сухожилий, то есть ахиллобурситы он получит диагноз, появится у него пяточная шпора там, где вот задник обуви, появится боль в области коленного сустава, будет предрасположенность к продольному плоскостопию, пятка будет уходить дорзально. И в итоге, если он будет нагружать, и мышца будет в гипертонусе, через какое-то время может появиться, это все нормально? Да? Появиться спонтанный разрыв ахиллового сухожилия. То есть, если он сейчас себя загрузит каким-то спортом, ну там типа начнет бегать там или еще что-то. Он даже при ходьбе. Он будет себя разрушать. Да. Да. То есть этот пациент, он больше будет жаловаться через какое-то время под нагрузкой. Именно. Но, смотрите, коллеги, как только он встал на ноги, икроножные мышцы ушли в гипертонус, хамстринги становятся нормотоничными. Я сейчас тапнул по левым хамстрингам. Дави, пожалуйста. Смотри сюда. Дави. И поскольку мышца сильная, ей не требуется гипертоничный помощник, и клиника в основном будет по задней поверхности. Это та ситуация, когда чаще женщины приходят средних лет с жалобами и напряжением в области икроножных мышц. Это та ситуация, когда они такие ощущения, как будто они вот очень налиты в этой области, там постоянно болит, и соответствующая клиника с болями в коленном суставе. Коллеги, по этому пункту, что непонятно, какие вопросы, что вы хотите, чтобы я показал? Насколько такой формат интересен для вас? По поводу левой верхней конечности, поскольку у него она не работает, у него и он левша. Если он будет давать физическую нагрузку на левую кисть, у него будет часто падать инструмент с этой кисти. Ну, может быть, у хирурга не так это будет явно, но если к вам придет автослесарь, то все, что связано с ключами, затягиванием, у него эта рука не будет тянуть. Раз. Он может прийти с клиникой эпикондилита, любыми воспалительными процессами
подтвержденными на УЗИ в области локтевого плечевого сустава, поскольку у него весь сегмент не работает. И для передней зубчатой мышцы, на что пожалуется пациент, когда он тянет руку вперед, вот эта позиция, у него будет появляться боль и нестабильность, потому что здесь нет поддержки именно со стороны передней зубчатой мышцы. Миша, можем мы проверить, это передняя зубчатая мышца, ну, в чистом виде она гипотоничная, или это нестабильность лопатки? Давай, поднимайся, пожалуйста. Тогда нормально все? Да, да. Я тестирую переднюю зубчатую мышцу. Дави, пожалуйста. Я проглаживаю. Дави. Это дисфункция механорецептора в этой мышце. Если бы там не было механорецепторов, она была бы третичная, тогда к ней бы не присоединился гипертоничный синергист. Ну, по правилам PDTR. Если я стабилизирую лопатку, дави, пожалуйста, ничего не происходит. То есть это не причина нестабильности лопатки. Это в чистом виде гипотония передней зубчатой мышцы. Коллеги, и есть еще ситуация, особенно у детей, жалоба, ходьба на носках. Актуальная проблема? Для чего используется эта ситуация? Смотрите, я сейчас буду тестировать переднюю зубчатую мышцу или могу для теста взять вот этот показатель. Ну, то есть вот. И попрошу Сергея привстать на носочки, ну, как знаешь, на носках ходят, и протестирую эти мышцы. И посмотрю, сможет ли он этим способом компенсировать гипотонию в этой области. Становись на носочки. Ну, как бы походи, как будто ты ходишь. Вот он походил. Держи. Дави. Дави. И мышца включилась. Это один из вариантов компенсации. То же самое будет. Сейчас он постоит. Мы получим снова. Дави, пожалуйста. Ага, еще держится. Расслабь. То есть на какое-то время это хватает. Для этого дети ходят на носках. Еще. Снова гипотония. Походи на носочках и останавливайся. Видно? Как вариант работы с ребенком вы можете найти что-то гипотоничное, попросить ребенка встать на носки и походить, найти, увидеть то, что это идет компенсация, и искать тогда причину, собственно, если вы зайдете даже с гипотонией передней зубчатой мышцы, вы найдете ту зону, тот рецептор, который запускает вот эту ходьбу на носках. Что еще показать, коллеги? Сергей, что тебе показать? Ты хочешь, чтобы тебя вылечили? Да? Хочу. Очень. Какие есть вопросы, доктора? Тут вот вопрос такой, как влияет тату и как поработать? Да. Ну, коллеги, вы можете в данном случае находить, для теста брать любую гипотоничную мышцу, давать антистимул на татуировку, она довольно обширная, она на грудь заходит, на грудь, да. Либо другой вариант, вы можете устранить, например, категорию таза и посмотреть, с какой зоны она восстановится. Поскольку татуировка обширная, мы можем сейчас... ложись на спину. На спину, да. Я беру индикаторную мышцу. Дай, пожалуйста. Так. Категория таза. Вот это. Даю двойной стимул Гольджи в область правого КПС. Дай. Получаю гипотонию. Там есть рецептор Гольджи первичный. И даю тройной стимул. Дай, пожалуйста. Получаю гипотонию. На одинарный стимул мышца остается нормотоничной. Там есть первичный, неприоритетный стимул Гольджи в правом КПС. Это категория таза 1 у него.
Далее. Я могу взять любую удобную мне для тестирования мышцу, например, икроножную мышцу, пролечить эту дисфункцию, например, как определить место локализации вторичной основной дисфункции, коллеги? В данном случае, вот из того, что вы нашли. Правый КПС, левая верхняя трапеция, где будет вторичная основная дисфункция. Елена пишет, что перевести в базу. Я думаю, что... Все правильно, Елена. Шея с левой стороны. Вот там и будет вторичная основная. По набору того хаоса, что вы видите. Ложись на живот. Держи, пожалуйста. Икроножная мышца. Дави. Дави. Вторичная дисфункция. Дави. Двойной стимул первичный. Гипотония. Одинарный стимул вторичный основной. Пара. Быстро и просто. Я пролечил дисфункцию. Держи, пожалуйста. Дави. Мышца сильная. Дави, пожалуйста. Мышца сильная. Дави. Мог ли я сейчас его перевести в базу, коллеги? Я ставлю ТЛ на эту область. Если он в базе, то сейчас мышца икроножная станет гипотоничной. Она нормотоничная, значит, я его пролечил. И все, что было гипертонично до этого, сейчас она будет нормотонична. Мышца сильная. Да и мышца нормотоничная. Это в том числе. До тех пор, пока что-то снова это не запустит. Верхняя трапеция у него сейчас в нормотонусе. Передняя зубчатая, я не хочу его поднимать, она тоже будет в нормотонусе, потому что вот верхний регион – это мышца, ассоциированная со вторичной основной дисфункцией. Вот это ассоциировано с первичной дисфункцией, вот это ассоциировано со вторичной основной дисфункцией. Если вы нашли здесь гипотонию, то высокая вероятность, что здесь находится вторичная основная дисфункция. Для категории таза 1 это может быть противоположный КПС, либо шея, что чаще всего. Из этой позиции я могу попросить Сергея придавить мне кисть. Держи, пожалуйста. И мышца очень сильная, опускай. То есть сейчас у него произошло восстановление полностью этой конечности. И далее я попрошу самый простой вариант. Подвигай этой рукой полностью. И кисть полностью. И тестирую любую ранее гипотоничную мышцу. Дай, пожалуйста. Подвигай этой ногой полностью. Так, подними. Угу. Дави. Теперь я попрошу Сергея подвигать только локтем и кистью, лучше запястным суставом. Все, оставь. Дави, пожалуйста. Дави. Мышца сильная. Теперь я попрошу подвигать плечом. И вот так. Дави. И мышца гипотонична. Дави. И все вернулось. То есть я ожидаю найти дисфункциональный рецептор в области плеча, ну и может быть там где-то на груди, куда заходит у него татуировка. То есть я уменьшил поиск для работы с ним. Здесь все понятно, коллеги? Я придавлю нижнюю треть плеча, дай, пожалуйста, и происходит восстановление.
Единственное, я здесь придавливаю и всю переднюю поверхность, но я сейчас подниму, и мы перепроверим. Если я буду придавливать все, что ниже локтя, ничего не происходит. Я могу даже ее приподнять, чтобы не было давления здесь, и снова придавить нижнюю треть плеча. Я нашел ту зону, которая все восстанавливает. Дави. 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 Еще раз. Задняя поверхность, там, где сухожилие трицепса и нижняя часть, вот здесь болевой рецептор. Предлагайте дальше алгоритм, коллеги, те, кто использует методику PDTR. Мы нашли место дисфункции. Перевести в базу. Перевести в базу. Перевести в базу. То есть путем перевода в базу я могу определить, какой там дисфункциональный рецептор. Согласны? Либо могу сразу найти противоположный рецептор. Я буду тестировать сейчас гипотоничную мышцу и даю сюда стимуляцию рецептора палео. Дай, пожалуйста. Нет ответа. Даю стимуляцию рецептора острой боли. Дай, пожалуйста. Рецептор острой боли, вторичный компенсаторный рецептор. Далее я даю рецептор тупой боли и даю стимул. Дави. То есть там есть нарушение рецептора тупой боли, его компенсирует рецептор острой боли. Поднимайся, Сереж. Сейчас Сергей, мы его перевели в базовое состояние. Дай, пожалуйста. Мышца сильная. Мышца сильная. Смотри, полоски. И мышца нормотонична. Если я сейчас хлопну по задней поверхности, все вернется. Сейчас он стоит. Понагружай. Да, да, икры. Угу. Расслабься. Мышца сильная. Мышца нормотонична. То есть у него сейчас полный порядок на ногах, на руке. Держи, пожалуйста. Все. Индикаторная мышца. Двойной стимул палео, гипотония. Тройной стимул палео, нормотонус. Первичный приоритетный рецептор, то место травмы, на которое сработала нервная система. И чем, собственно, занимается PDTR? Садись. Когда Сергею наносили татуировку, это травма. В момент нанесения татуировки, в какой-то из моментов, нервная система получила некий файл, условно, который ввел организм в некую дезорганизацию. И нам для лечения что нужно воссоздать? Нам нужно воссоздать снова этот файл. То есть я должен найти, и уже нашел, зону первичного приоритетного ноцицептора, это рецептор тупой боли, расположенный здесь. Я с этой зоны буду создавать симуляцию. И по этому каналу пойдет в мозг та информация, которую получил организм в момент нанесения татуировки. Но по второму каналу пошла тот же файл, но с рецептора острой боли, который компенсировал. И мне нужно найти ту зону, с которой он пойдет, чтобы он попал именно в тот участок мозга, который тогда сработал. Если я буду наносить, например, где-то здесь, то организм, то нервная система получит этот файл с другого участка.
и это не воспроизведет ту дисфункцию. То есть я должен дать именно тот файл, на который организм работал. И когда я воспроизведу этот файл, дам глубокий сухожильный рефлекс, для нервной системы эта проблема исчезнет. Вот прям. Круто? Вот так. Не выражайся в прямом эфире. Коллеги, нормально? То есть мне осталось найти просто местонахождение вторичного основного компенсаторного рецептора, рецептора острой боли, ну, где-то вот здесь. Как найти? Хочется вам что-то новое показать, кто работает методом. Пожалуйста. Сейчас Сергей находится в... Держи, пожалуйста. Мы его вывели из базового состояния. Как можно быстро, вот у него большая татуировка, как можно быстро найти зону нахождения этого рецептора? Мы можем поставить двойной ТЛ, стимулировать первичный и антистимулом искать. Стандартная ситуация. Я сейчас снова уменьшу сигнал с этого рецептора. То есть переведу его в базовое состояние. Расслабь. Дай, пожалуйста. Мышца сильная. Держи, пожалуйста. Мышца сильная. Если он поставит сейчас без давления, просто коснись этой области. Базовая дисфункция, он поставил ТЛ, идет изменение знака. И что происходит? То есть сейчас у Сергея есть первичный рецептор, есть вторичный рецептор. В норме, а сейчас базовая дисфункция, они не дают гипотонию ассоциированных мышц. Если мы поставим ТЛ, то мы получим гипотонию мышц как с первичного рецептора, так и со вторичного рецептора. И тот угол, под которым одергивается рука, мы увидим, где находится вторичный основной рецептор. Интересно так? То есть я сейчас, предположим, он одергивается вот отсюда. Дави вниз. Мышца сильная. Поставь, пожалуйста, сюда пальцы, только не дави. Вот так, ну, вот так коснись. Да, коснуться. Дави, пожалуйста. Он одергивается этой поверхностью. Держи. На меня дави. Он не одергивается сюда. Дави. Он не одергивается сюда. Дави, пожалуйста. Но он одергивается сюда. То есть где-то здесь расположен рецептор вторичный основной. Согласны, коллеги? И дальше либо он сохраняет ТЛ, и я могу антистимулом смотреть, что включит вот этот вектор. Ну, такой вариант, давайте я вам покажу. Я придавливаю все, что до локтя здесь. Дави. Ничего не изменяет. Я придавливаю здесь. Дави. То есть здесь он находится. Дави. Дави. Не убирай руку. Сейчас. Дави. Вот где-то здесь. Другой вариант, коллеги, предлагайте. Александр, предлагай. Пациент в базовой дисфункции, как я могу еще найти вторичную основную? Дави. Тут Татьяна предложила антистимулом через индикаторную мышцу. Нет, только ассоциирован. Вот в этом подходе. То, что как найти через индикаторную мышцу, вы все знаете, коллеги. Ну, хочется вам что-то новое показать. Вот через вот эту мышцу. Нормально, Сереж? Да. Я вам показал первый вариант. Второй вариант. Пациент базовой дисфункции. Я возьму для теста, коллеги, мышцу, ассоциированную с первичным рецептором. Давите. Буду ее тестировать и придавливать местонахождение вторичной. Давите. И там, где он поплывет, там находится вторичная основная, потому что он только в базе. Я придавливаю сверху. Я придавливаю здесь. Дави. Нет. Дави. Вот. Вот где-то здесь. Дави.
Держи. То есть вот слабость в кисти связана с первичным рецептором. Если я отсюда убрал, сейчас все будет сильно. Как тебе, Сергей? Обалдеть. Обалдеть. То есть это вот как быстро, потому что у него татуировка, ну и там дальше. Как быстро через ассоциированные мышцы поиграться, найти хотя бы вектор, где он отдергивается. И мне не важно, что на самом деле я здесь тестирую. Я просто увожу руку от травмирующего агента. Если он руку вывернет вот так, то он сейчас будет отдергиваться в этой плоскости, коллеги. Согласны? Я тестирую сейчас мышцы, ассоциированные с первичной дисфункцией. Сереж, вот так встань немножко. Видно вот здесь? Мышца базовой дисфункции сильная. Дави, пожалуйста. Я придавил зону вторичного основного рецептора. И все. Сейчас пройдет время, он станет сильный. То есть я тестирую вектор. Если вы видите, например, у пациента рубец, вы можете тестировать именно по направлению от этого рубца. Недавно тестировал ребенка, у него, ну я на тебе покажу, вот в этой по задней латеральной поверхности был рубец. Я тестировал вот так. Прям отдергивание по этому рубцу. Пациент готов, мы можем его лечить. Что еще показать, пока он не выздоровел? Сереж, ну это вот такое воздействие, это влияние татуировки. Тут Алексей написал, а если бицепс посокращать? Я не понял как бы смысл вопроса. Но вот. Если бицепс посокращать, но сейчас у него бицепс должен быть нормотоничный. И бицепс у него связан с вторичным основным. Вот здесь в проекции бицепса там находится неорецептор. То, что предложила Татьяна, ну, собственно, для вас это не новость. Я поставил двойной УТЛ, двойной стимул палео. Дави. Вверх. Угу. Дави. Сейчас. Дави. Вот здесь. Но у него татуировка большая, мне трудно идти. Поэтому лучше использовать тот алгоритм, он проще. И вы сразу, тестируя вектор, вы примерно поймете, по какой из 4 поверхностей у вас вторичный основной рецептор. Дави, пожалуйста. Дави. Дави. Еще раз. Дави. Вот. Можем лечить. Коллеги, если нет вопросов, лечим и дальше тестируем все, что нашли. Какая задача? Я воспроизвожу тот файл, повторяюсь, который получила нервная система, на которой она сработала, и заменяем его нормальным сухожильным рефлексом. Ага, все. Дави. 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 И, соответственно, как только вы пациента пролечили, вы идете в обратной последовательности. Вы тестируете, дай, пожалуйста. Мышца работает. Вы тестируете переднюю зубчатую. Дай, пожалуйста. Мышца работает. Вниз дави. Нет, вот так. Дави. Мышца работает. Под каким бы углом я не тестировал, дави. 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 Вверх. Дави. Дави, дави, не бросай. Все работает. Верхняя трапеция. Дави. Смотри, полоски.
Мышца работает. Ложись на живот. На живот. Мышца работает. Мышца нормотонична. Дави. 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 Ну, это то же самое. Коллеги, если я буду тестировать, нагружать снова правый КПС, там двойной стимул, дави, пожалуйста. Ну, единственное, я бы, конечно, у этого пациента, мы сейчас проверим позиции стоя пул на этой руке. Мы его пролечили. Время лечения такого пациента занимает, если вы используете и правильно применяете все правила, ну, 5-10 минут. Не больше, коллеги. Сереж, на спину поворачивайся. Ложись ровно. Дави. Дави. Я проверяю. Дави. Чуток. Дави. Дави. Все нормально. Расслабь. Расслабь. Лучше идет? Да. Уверен? Да, намного. Намного. Я думаю, что мы сделали непоправимое. С сегодняшнего дня российская хирургия может потерять великого хирурга, но российский балет может приобрести. Да. Коллеги, какие вопросы по данному разбору? Слишком простой он получился. Ну, я сегодня постарался сделать акцент на клинические проявления. То есть это подсказка на то, чтобы вы не распылялись. Есть конкретная жалоба, и вы идете и работаете с пациентом вот его конкретный жалоб. Я попрошу Сергея через какое-то время, ну, мы будем встречаться, дать обратную связь по проявлениям судороги в голени, напряжение верхней трапеции, сила в левой руке, чтобы он дал обратную связь. Я тогда в чате всем ребятам, которые в наших чатах напишу, расскажу. Сереж, какие... Ага. Вопрос, какие рекомендации Сергею мы дадим для тренировок там или когда в следующий раз показаться, то есть дальше как пациент живет после лечения? Смотрите, но поскольку у Сергея большая татуировка, сильно на грудь заходит, да? Полгруди. Полгруди. То есть я бы, конечно, его нужно смотреть. Его можно посмотреть через 2 недели. И посмотреть, нет ли оно наносилось в разные периоды, да, татуировка. Может быть, там что-то еще будет. Тогда я буду снова тестировать икроножные мышцы, а более специфично я буду тестировать мышцы, ассоциированные с татуировкой. То есть я буду просто брать, смотрите, тест даже за кисть я буду тестировать. Дай, пожалуйста. Раз. То есть все, что будет здесь, если здесь будет ноцицептор, мы получим гипотонию. Я буду тестировать вот так. Дай, пожалуйста. Я буду тестировать вот так. Я буду тестировать вот так. Дай. Я буду тестировать, могу тестировать под разными векторами по диагонали. Я протестирую обязательно большую грудную мышцу, потому что здесь находится татуировка. Дай, пожалуйста. И вот сюда, вот под этим вектором. У него все работает. И если вы, например, с ним будете работать, я могу его положить в позицию лежа, поставить двойной ТЛ и тестировать мышцы на ногах, например. Но здесь будут прямо ассоциированные мышцы. Это вот последний вариант через тестирование, вот такой, самый точный. Дайте, пожалуйста. Потому что нельзя ожидать, что если сработает другой участок
татуировки, что именно будет гипотония икроножных мышц. Может быть, там другой паттерн будет, но вот это будет специфичный паттерн. Давите, пожалуйста. По поводу тренировок. Никаких рекомендаций я ему не дам. Он живет своей обычной жизнью, посещает фитнес, дает нагрузки. Единственное, если у пациента длительно существует проблема и видите, что он физически отличается от Сергея, то он может задать вопрос, а сколько я могу, например, там, сделать упражнений на бицепс или поднять что-то. Тогда вы берете следующий вариант. Вы берете просто, держи, пожалуйста, и считаете количество сокращений, возможных для его левой верхней конечности. Дави, пожалуйста. Дави вверх. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь все будет хорошо. Ну, то есть вот я даже уже не считаю, там 15 и выше. Здесь он может абсолютно спокойно, поскольку у него нет никаких клинических проявлений. Если бы у него был какой-то клиника эпикондилита, например, механически там воспаленное что-то, то, конечно, на какое-то время мы разгрузим конечность, чтобы он дозированно нагружал. В данном случае никаких специфических рекомендаций я ему не дам. И мы его просто встретимся на работе, я быстро протестирую эту конечность под разными рычагами. Дай, пожалуйста. Дай. Дай. Все. Подвигай полностью вот рукой. Угу. Дай, пожалуйста. Конечно, я так протестирую, потому что это тоже специфичный будет. Держит сейчас? Да. Как ощущение? Опиши вот что в теле сейчас по ощущениям. У меня в голове больше, как это сказать, в шоке просто. Что так может быть? Да, что это так просто исправляется. Угу. Но какие-то ощущения другие в руке по силе сейчас? Ну, вот в этом месте какие-то другие ощущения, как будто. Другие плохо или другие хорошо? Нет, наоборот, какое-то освобождение, что ли, какое-то. И вот в этом месте тоже. Ну, то есть это зона, он показывает, где была первичная, вторичная дисфункция. И, безусловно, под нагрузкой какие-то мышцы могли уходить в гипертонус. Там, где есть первичный приоритетный рецептор, коллеги, и вы с ним работаете, очень часто пациент может, во-первых, уйти в переключение, раз, и он может уйти в гипертонус. Это такая же травма будет для верхней конечности. Если там будет гипертонус, то пациент начнет жаловаться на ограничение движений. Любые. Не могу завести, еще какие-то. Это вариант гипертонуса. А по ощущению, по высоте поднятия ноги, что поменялось? Да, теперь амплитуда больше. Угу. А напряжение по задней поверхности? Но она чувствуется, но когда уже намного выше, да, я поднимаю. Вот. И, конечно, в таком случае, если у пациента есть задача растягиваться, садиться на шпагат, он может спокойно, безопасно для себя заниматься этим упражнением. Тут вопрос от Алексея. Ну, отягощение тренировки может быть разное. Как простое давление в мануальном мышечном тестировании может сказать, как среагирует нервная система? Ну как, ну тут уже не как среагирует, это ваш подход, как вы работаете, если вы работаете в фитнесе, как вы работаете со своим клиентом. Вы дали какую-то нагрузку. Во-первых, вы видите, как он выполняет. Если вы видите, что он сделал 5 повторений, все хорошо, на 6-м он начинает что-то, какие-то движения появляются в теле, это говорит о том, что ну, нужно остановиться. Это раз. Во-вторых, вы дали, например, 12 повторений, например, там, 1, 2, 3. Он положил снаряд, и вы протестировали после этого сразу конечность, Давид, пожалуйста, и мышца осталась, Давид, пожалуйста, нормотонична. Это говорит о том, что все 12 повторений для него безопасны и полезны. А если после того, как он опустил снаряд, мышца гипотонична, либо в гипертонусе, это говорит о том, что где-то на каком-то повторении, на 7-м, на 10-м, на 11-м, его мышца уже не готова к такой нагрузке, и он уже получает травму. И для меня непонятно, многие специалисты физической культуры, фитнес-инструкторы в какой-то степени проходили мануальное мышечное тестирование у разных преподавателей. И
зачастую владеет этим способом и его не использует. Мне это непонятно. Даже если вот, например, Сергей пришел, у него не работает эта конечность, ну, например, смотрите, ситуация, когда я тестирую, сейчас тогда давайте я покажу, пришел к вам на реабилитацию или в фитнес клиент, дай, пожалуйста, мышца работает. Но, предположим, у Сергея есть гипотония хамстрингов. Как это будет выглядеть? Когда я тестирую вот этот рычаг, или он поднимает снаряд, то вот здесь должно все работать, и задняя поверхность до икроножных мышц должна быть включена. Я ингибировал хамстринги и получил гипотонию. Дай, пожалуйста. И дальше в любом виде, как бы вы ему ни дали нагрузку, это травма. Но если вы, Сереж, садись, пожалуйста, пациента посадили на скамью и уже с ингибированными мышцами, смотрите, ингибирую заднюю поверхность, дай, пожалуйста, назад, мышца гипотонична, дай, пожалуйста, но флексоры плеча работают, потому что сидя эта мышца не участвует. Тогда вы можете дать ему упражнение на плечевой пояс в позиции сидя. Ну это ж классно, коллеги. Если у него гипотония, встань, пожалуйста. Сереж, ты понимаешь, да? Да. Если у него гипотония в разгибателях позвоночника, то позиция сидя не решит его ситуацию. Кстати, он сейчас нормотоничный. Я ингибирую разгибатели позвоночника, и он гипотоничный. И для него упражнения можно будет выполнять только в позиции лежа. Если вы не знаете, как скорректировать, но это такой тонкий индивидуальный подход к вашему клиенту. Это персональный фитнес-тренер. Согласны, коллеги? Вопрос такой, что если человек поднимает, условно говоря, вес, ну, как ему объяснить, что эта мышца слабая, да? То есть вот тут написано, что некоторые тренеры спрашивают, что ты там тестируешь, как может быть слабо, если я поднимаю вес? Да, ну, а вы же видели, что у Сергея гипотоничная мышца ушла в гипертонус. Как только он нагрузил в позиции сидя, она ушла в гипертонус. Вот если он тянет на бицепс гантелью и порвалось сухожилие длинной головки бицепса, вот тут станет всем понятно. Потому что был гипертонус, и он его порвал. Есть еще такой прием в фитнесе, когда клеют датчики на мышцы и смотрят, какие мышцы сокращаются при мануальном мышечном тестировании. Все знают, видели, да? И часто делают такие умозаключения. Вот когда мы тестируем икроножную мышцу в этой позиции, сокращается не икроножная мышца, а сокращаются хамстринги, там, ягодичные мышцы, еще что угодно. Конечно, у Сергея будет сокращаться не икроножная мышца, потому что она у него не работает, коллеги, а будут сокращаться хамстринги. И фитнес-тренеры делают, или вообще даже врачи, кто этим работает, говорят о том, что мануальное мышечное тестирование – это ерунда. Ну, потому что я тестирую одно, а сокращается другое. Ребята, так вы сначала включите мышцы, вот в данном ситуации. Я бы тогда, если нужно провести работу, я бы поставил датчики у Сергея в чистом виде и увидел, какая мышца у него включается при моем тестировании. Его пролечил, и после того, как у него все мышцы нормотоничны, то есть они как часики работают, я бы тогда посмотрел при моем тестировании, какая мышца включается и какой датчик срабатывает. Это ж логично. Если он будет выполнять упражнения на икроножные мышцы, например, в части флексии коленного сустава, коллеги, тогда высока вероятность, что он будет перегружать хамстринги, он будет делать упражнения на хамстринге. Если человек, вот те, кто занимается фитнесом, они знают, что, например, я делаю упражнения на ягодичные мышцы, они не включаются. После того, как им включаешь, они вау, они начали работать.
Когда человек не знающий, он тянет, ну, нога, конечно, колено согнется, и он потянет вес, но он потянет исключительно за счет хамстрингов. Но если ему, например, Сергею нужно делать упражнения для икроножных мышц, например, он будет становиться на носки, тогда произойдет следующее. Хамстринги здесь ему уже не помогут, и решение его нервной системы будет на перевод его гипотоничной мышцы в гипертонус. Мы это увидели в позиции стоя, я вам лично показал. И тогда он выполнит эти упражнения. Он выполнит и 15, и 20, может быть, раз. Но каждый его повтор на гипертоничной мышце будет приводить к тому, что на структурном, ультраструктурном уровне для начала эта мышца будет травмироваться. Будет повреждаться мышечное волокно, будет повреждаться сухожильная часть мышцы, будут повреждаться места прикрепления с разными клиническими проявлениями. У него появится шпора в области костный экзостоз, в области крепления ахиллового сухожилия. И через какое-то время он придет с жалобами на эту боль. И все. Это может появиться через 5-10 лет. Но как только это появилось, это его уже проблема навсегда. И вот для того, чтобы это не появилось, мы сейчас Сергея подкорректировали. Собственно, для этого мы и встретились, Сереж. Да? Да. Вот это все задача. Наша задача, успех наступает в лечении пациента тогда, когда мы нормализовали мышечный тонус. Коллеги, даже если у пациента не наступила положительная динамика прямо во время приема, если там сохраняется отек связки, либо какое-либо воспаление, то через 3 дня у пациента боли уйдут, как только вы нормализовали мышцы. Есть потрясающее руководство Капанджи в открытом доступе абсолютно бесплатно, где четко описывает, как все это работает с точки биомеханики. Если все мышцы работают, коллеги, его организм в состоянии сделать больше, чем мы все вот сидящие по ту сторону монитора. У него много потенциала, и у любого человека много потенциала для того, чтобы самостоятельно себя восстановить. Мы убрали просто нейрофизиологическую функциональную проблему. И на этот участок сейчас нервная система не реагирует. Его тело восстановилось самостоятельно. Если бы я затейпировал там, например, там локтевой сустав либо голеностоп, у него бы выключилась, может быть, правая рука. И через какое-то время бы он пришел. Те, кто занимается лечением опорно-двигательного аппарата, попробуйте, поспрашивайте своих пациентов, которым сделали блокаду. Я в свое время сам с этим сталкивался. Сделал блокаду правого плечевого сустава. Через месяц, через 2, через 3, через 6 месяцев пациенты возвращаются с болями. Плечо не болит правое, а болит левый коленный сустав. И вы классный специалист, потому что вы помогли с плечевым суставом. Но теперь болит колено. Сделав блокаду левого коленного сустава, ну через какое-то время может заболеть снова правый плечевой сустав. Вчера был пациент, у которого, как он считает, неправильно стоит таз. У меня на приеме молодой парень. Он говорит, я сам сел и начал работать на фитболе. Начал работать и говорит, через какое-то время у меня таз, как бы я чувствую, начал выравниваться, только начал болеть правый височно-нижний челюстной сустав. И он сам это отмечает, он тоже фитнесом занимается. Это, кстати, тоже характерно для категории таза 1. Вот и все. А когда мы понимаем, откуда идет, вот это самая функциональная методика, коллеги. Кто бы что ни говорил. Хотя можно, конечно, взять, разминать, еще какие-то воздействия делать на икроножные мышцы, и на уровне таза вы что-то включите. Но у него компенсации станет недостаточно, и будет выключение других регионов. Это все, это его проблема. Даже если у него клинически стало лучше, но проблема в другой части тела, а это его тело на 100%. Прошла неделя, как мы лечили Сергея. Вот мы сегодня дежурим. Я хочу вам показать результат тест передней зубчатой мышцы. Мышца работает. Тест, держи, пожалуйста, силы кисти. Сереж, скажи, пожалуйста, ощущения, как-то вот что было? Я начал даже при элементарной ходьбе чувствовать икры, как они напрягаются, даже такие
немного болезненные ощущения в плане того, что как, ну, работаю в целом. И также на тренировках отмечаю то, что моя левая рука стала сильнее, то, что она стала больше задействоваться, как объяснить, не отставать в движениях, как я это раньше замечал. Твоя основная жалоба, вот ощущение вот, дискомфорта в икроножной мышце. Да, то есть в ночное время меня перестало вообще беспокоить, я это заметил отчетливо, перестало меня беспокоить неприятные ощущения перед сном. То есть вообще все прошло. Я прям в шоке, доволен. Это круто. Хочет идти учиться. Да, я уже задумался об этом, я уже смотрю, тоже хотелось бы.